Мерт Рамазан Демир неожиданно нарушил молчание и сделал признание, которое потрясло как поклонников, так и индустрию в целом: «Я не могу любить никого, кроме Афры Сарачоглу». Эти слова прозвучали не просто как романтическая фраза, а как откровение мужчины, который, несмотря на прошедшее время, все еще живет воспоминаниями, чувствами и, возможно, несбывшимися мечтами. Перед тем, как мы расскажем все подробности этого признания, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и оставьте комментарий. Направленный вправо указательный палец, белой внешняя сторона ладони. Верите ли вы, что любовь Мерта к Афре все еще жива? Направленный вправо указательный палец, белой внешняя сторона ладони. Хотели бы вы, чтобы они снова были вместе? Теперь к самой истории. С тех пор, как Мерт Рамазан Демир и Афра Сарачоглу перестали появляться вместе на мероприятиях и отказались комментировать свои отношения, в медиа начался настоящий шторм. Слухи о расставании, о новых партнерах, о скрытых ссорах и ревности — все это наполняло ленты соцсетей и таблоиды. Однако ни Мерт, ни Афра долгое время не делали никаких четких заявлений. И вот сенсация. В интервью близкому окружению, которое просочилось в прессу, Мерт произнес следующее: «Я пытался двигаться дальше. Я даже позволил себе новые знакомства. Но каждый раз, когда я смотрю в глаза другой женщины, я вижу Афру. Каждый смех, каждый жест напоминают мне о ней. Я не могу любить никого, кроме неё». Эти слова, по утверждению источника, он произнес на фоне абсолютной тишины, настолько сильным и неожиданным было его эмоциональное состояние. Мерт, которого всегда считали сдержанным, открытым, но осторожным в личных вопросах, вдруг показал уязвимость, которую редко можно увидеть у мужчины в его положении. Ведь он один из самых востребованных актеров Турции, окруженный вниманием, поклонницами и предложениями от самых красивых женщин индустрии. Но, как выяснилось, его сердце по-прежнему принадлежит одной Афре. «Никто не понимает, через что мы прошли», — продолжал Мерт. «Мы вместе преодолевали столько всего. Наши ссоры были настоящими, наши примирения еще более искренними. Я не могу это выбросить из сердца. Тем временем сама Афра Сарачоглу тоже не остается в стороне. В своих недавних постах она намекает на сложные чувства, воспоминания, которые не уходят, и даже делится фотографиями из прошлых лет, сделанными, как уверены фанаты, именно в те дни, когда она была с Мертом. Многие задаются вопросом: если оба все еще думают друг о друге, почему они не вместе? Ответ может крыться в обиде, в гордости, в неудачном стечении обстоятельств. Или, что более вероятно, в давлении извне. Ведь каждая их встреча обсуждается миллионами, каждое фото становится поводом для сплетен, каждый жест. Для анализа. Близкие к Мерту утверждают, что он по-прежнему держит при себе некоторые вещи Афры, отказывается начинать серьезные отношения с другими и избегает обсуждения личной жизни в публичном пространстве. Один из инсайдеров заметил: у него на телефоне до сих пор стоит ее фото. Он мог бы все стереть, но не делает этого. Это не просто привычка, это любовь. И теперь, когда он наконец признался в этом публично, фанаты надеются, может быть, это шаг к воссоединению. Может быть, Афра тоже услышит эти слова и сделает ответный шаг? А как считаете вы? Вынос реплики: должна ли Афра дать Мерту второй шанс? Вынос реплики: бывает ли такая любовь, которая не проходит с годами? Напишите свое мнение в комментариях и не забудьте подписаться, потому что, судя по всему, эта история еще далека от завершения.